Самая длительная атака на Киев, экстренное предупреждение Вашингтона о планах РФ, под прицелом 11 районов, опубликована карта. Масштабный бунт во Львове, народ против ТЦК, силовики выведены на улицы. Россия применила новое оружие, военные бьют тревогу. Что на этот раз? Украине миллиарды, Россия угроза. Вашингтон дал зеленый свет. США призвали бомбить Москву ради мира. Резонансные решения и сигналы. Путин ищет виновных и идет на крайние меры. Экстренное заседание в Кремле. Ответ Киеву. Предупреждение Западу. Опасная ошибка. Бывший главком ВСУ призвал не верить в то, что Россия уже проиграла войну. Россия объявила войну силам США, удар по скоплению силовиков и военных, колонна техники уничтожена где и как Казахстан закрывает границы. Друзья, всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 9 июля на календаре. Спасибо всем за поддержку. Напомню, она абсолютно бесплатна для всех. Это как подписка, так и лайк под видео. Давайте начнем. Миллиарды на восстановление. Украина направляет огромные суммы в Вишневое, город под Киевом, в котором ликвидируют последствия одного из последних ударов РФ. По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, это самые масштабные повреждения жилого сектора за все время войны. Повреждены 13 гектаров жилой застройки. На восстановление уйдет 3 миллиарда гривен. Средства будут направлены на выплату компенсации за разрушенное или поврежденное жилье, восстановление уничтоженного жилья, капитальный ремонт многоквартирных домов, а также восстановление инженерных сетей. Генштаб Украины, я напомню, открестился от объекта в Вишневом, на котором после российского удара произошли повторные взрывы. Военные заявили, этот объект не подчиняется вооруженным силам Украины и не входит в сферу их управления. Российская сторона утверждает, что в Киевской области ударила по машиностроительному заводу «Визар» и складу горюче-смазочных материалов. Масштабный бунт во Львове, срочное ночное заседание властей, силовики выведены на улицы, львовяне пошли против ТЦК, толпа устроила блокировку автомобиля военкомов и кричали уже традиционное «ганьба», то есть позор. Протест достиг своего пика уже поздно вечером, когда на улице вышли сотни львовян. Дошло до применения силы. Они перевернули автомобиль военкомов, перед этим разбив его полностью. Власти города уже обещают горожанам ответ, всех идентифицируют и привлекут. Но главная причина бунта – это мобилизация. Народ вышел, чтобы не дать забрать в ТЦК мужчину 96-го года рождения. Полиция сообщает, что все было законно, он нарушил правила воинского учета и находился в розыске с 12 июня 26 года. Прохожие попытались не дать его задержать, но во львовском ТЦК уже прокомментировали бунт, заявив, что несмотря на протест, мужчину мобилизовали и он уже проходит военно-врачебную комиссию, и заявили, что врагом остается Россия, которая заинтересована в таких бунтах внутри Украины, а поэтому призвали не мешать военкомам выполнять задачу по мобилизации. Ключевой объект России в Крыму поражен. Украинские дроны добрались до ключевой линии снабжения. В этом уверяет командующий сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, известный как Мадяр. Украина погружает полуостров во тьму. Он пишет, что под ударом оказался переходный пункт ПП-2 – Крым. Через него электричество из России поступает на полуостров. Речь идет о поражении 8 июля ключевого объекта приема электроэнергии энергомоста Кубань-Крым, точки входа с материковой части РФ на оккупированный полуостров. Длина энергомоста составляет 14,5 километров. Он проложен по 4 подводным кабельным линиям. Пораженный переходный пункт ПП-2 Крым принимает эти подводные кабели и преобразует их для дальнейшей передачи по воздушным линиям электропередачи. Мадяр уверяет, что с начала июля украинские дроны добрались уже до 50 энергообъектов в Крыму и других территориях на юге Украины. Напомню, в некоторых городах Крыма уже несколько суток блэкаут. Россия применила новое оружие. На этот раз армия РФ провела испытание беспилотника крылатого типа на оптоволокне. Разработку уже заметила Минобороны Украины. Опубликованы первые кадры. Москва запускает в серию БПЛА, которые невозможно заглушить. На массовый серийный выпуск станет аналог дрона «Молния». Дальность его полета 50 километров. Об этом пишет советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.
Главная опасность новинки – абсолютная неуязвимость для радиоэлектронной борьбы и разведки. Робот несет на себе до 10 килограммов взрывчатки и летит к цели в режиме полного радиомолчания. Его невозможно засечь приборами радиоразведки и нельзя сбить с курса глушилками. Военные бьют тревогу. Если такое производство станет масштабным, это создаст кризис для систем ПВО и РЭП на линии фронта. А высокое качество изображения позволит управлять крылом на малых высотах, облетая препятствия. Малые высоты ухудшают видимость целей на РЛС. Напомню, буквально в этом месяце Украина заявила о том, что Россия начала использовать и новые дроны Гербера, оснащенные камерами и модемами, однако они позволяли себя сбивать. В украинском военном ведомстве тогда предположили, что сейчас россияне изучают тактику перехватчиков ВСУ, ищут коридоры для своих шахедов или собирают данные для обучения искусственного интеллекта. В Киеве уточняли, что новые Герберы оснащены меш-модемами, которые позволяют дронам общаться друг с другом, обмениваться разведданными и передавать сигнал оператору в режиме реального времени. Одна из самых продолжительных атак Киева. Украинская столица под прицелом российских ударов, которые начались вечером 7 июля и не прекратились на следующие сутки. США уже предупредили Украину о новом масштабном ударе в течение 72 часов. А украинские мониторинговые паблики опубликовали карты районов Киева и области, которые были под пристальным вниманием российской разведки в последние дни. Всего 11 локаций. Среди них районы правого и левого берегов Киева, а также часть объектов области. В сообщении украинских мониторинговых пабликов говорилось о высокой вероятности применения большого количества баллистических ракет, а также гиперзвуковых цирконов. Все это на фоне последних заявлений Украины о полном дефиците ракет для Патриот, которые использовались для российской баллистики. Россия – угроза, а Украине – миллиарды. Результаты саммита НАТО в Анкаре – одна из главных тем последних суток. Ключевая декларация уже опубликована и разлетается на цитаты. Там вновь признали РФ угрозой, договорились укрепляться, а также предоставить десятки миллиардов евро Украине. На 2026 год союзники обязуются предоставить Украине военную технику, помощь и подготовку на сумму 70 миллиардов евро и подтверждают свои суверенные обязательства сохранять как минимум эквивалентный уровень поддержки в 2027 году. Ключевым гостем на этом саммите был Трамп, о настроении которого в эти дни писала западная пресса. В частности, о том, что от этого настроения и, возможно, его раздражения многое зависит. Тем не менее, обошлось без скандалов, но с резонансными заявлениями. Они касались как Ирана, так и Украины. На итоговой пресс-конференции Трамп назвал Зеленского Путиным, после исправился, Иран перепутал с Японией, а потом начал отправлять сигналы в Москву. Один из главных – США фактически призвали бомбить Москву. Речь в первую очередь не о самой столице, а о зеленом свете на дальнобойные удары по РФ, в том числе и Москве, где находится московский НПЗ. Команда Трампа не осуждает эти атаки. В Белом доме считают, они приведут к миру. Вот как прокомментировал их сам Трамп. Это эскалация, но это та эскалация, которая может помочь прийти к завершению конфликта и урегулированию. В Госдепе также дали понять, что украинские удары по НПЗ и военным объектам меняют динамику войны в пользу Украины, лишают Россию контроля над собственным небом и в конечном счете вынудят Кремль садиться за стол переговоров. Представители Трампа дают понять, это рабочий инструмент для дипломатии. Я думаю, это одна из тех динамик, которая изменилась в этой войне за последние несколько месяцев. И она заключается в том, что русским становится все труднее защищать свое собственное воздушное пространство. И мы надеемся, что это означает, что теперь это создаст пространство для переговоров об окончании этой войны. Трамп также заявил, что США разрешат Украине производить ракеты для Патриот. В Минобороны Украины уже ответили, готовы стать конвейером и выпускать эти ракеты. В целом, Трамп выразил уверенность в скором завершении войны путем прагматичного соглашения, отметив, что обе стороны истощены и готовы к компромиссу. Он уверен, что сделка уже на горизонте. Не забыл Трамп и о выгоде в послевоенном восстановлении Украины, напомнив о доле США. Об этих инвестициях и Зеленском
Зеленском он сказал следующее. Знаете, я думаю, что он построит великую страну. Думаю, у него это получится. Теперь у нас есть небольшая доля в этой стране, потому что у нас там есть определенные активы, а также полезные ископаемые. Эта страна входит в число самых богатых. Там находятся одни из лучших в мире месторождений редкоземельных минералов. И теперь у нас есть к ним доступ. Я с нетерпением жду возможности воспользоваться этим в подходящее время. США выполнили условия Зеленского и пошли на уступки. Уже такой вывод делает Нью-Йорк Таймс по итогам саммита. Речь идет о решении США дать Украине возможность создавать ракеты по американской лицензии для перехвата российской баллистики. Путин идет на крайние меры. Экстренное заседание в Кремле. Россия ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак сообщил о сокращении производства бензина и дизеля, о росте спроса и дополнительных нагрузках на АЗС. Причина – украинские дальнобойные удары. Для стабилизации ситуации Россия уже запретила экспорт бензина, авиакеросина и дизельного топлива, а также начинает импорт нефтепродуктов и производство топлива более низкого экологического класса. В отдельных регионах вводятся временные ограничения на отпуск топлива, чтобы сдержать ажиотаж и спекуляции. В Кремле заявили, что особенно сложная ситуация сложилась в Крыму и Севастополе, где, по словам местных, поставки покрывают лишь часть потребностей, а бензин А-95 подорожал до 197 рублей. Путин ищет виновных и требует не затягивать с решениями. При этом Путин ответил и Киеву. Уверяет, что топливный кризис России нипочем. Запас есть, а нервозная обстановка в обществе – задача невыполнимая. Кроме того, чиновников призвал действовать быстрее. Да, давайте договоримся, что формулировки будут другие. Не просто готовы рассмотреть, не просто рассмотреть, а рассмотреть и принять решение как можно быстрее. Не надо затягивать. Хорошо? Опасная ошибка Запада – рано считать проигравшей Россию. Такая оценка может стоить дорого. Об этом в колонке для The Telegraph пишет Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, а сейчас посол Украины в Великобритании и, вероятно, главный конкурент Зеленского на президентских выборах. Он призвал не считать, что Россия уже проиграла войну, и, по словам Залужного, отдельные успехи Украины на фронте еще не означают перелома. Дроны, разведка и высокоточные удары сделали быстрые прорывы почти невозможными. Война перешла в стадию изматывания, говорится в публикации, но такие операции дорого стоят и могут вызывать ответные удары. Залужный отмечает, Россия не способна захватить всю Украину, но и Украина пока не может силой вернуть все свои территории. Поэтому исход войны решит не один успешный удар и не взятие очередного населенного пункта. Главное, чья экономика, армия и общество дольше выдержат эту войну. Линия фронта важна, но теперь это не определяющий фактор. Конфликт превратился в борьбу за логистику, промышленный потенциал, критическую инфраструктуру, ПВО и устойчивость общества. Удары по наземному российскому коридору в Крым, нехватка топлива, перебои в снабжении укрепляют положение Украины в будущих переговорах. Но Россия продолжит бить по украинским городам, поэтому важно инвестировать в ПВО и повышать устойчивость общества. Россия объявила войну силам США. Суд против Маска на поле боя. ВС РФ наносит технологический удар. Армия РФ пытается полностью ослепить спутниковую систему Starlink. Об этом пишет Рейтер. Пользуясь тем, что украинские беспилотники привязаны к американским терминалам, российские военные развернули новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы рядом с военными объектами и населенными пунктами. Эти глушилки выжигают спутниковый сигнал США, создавая мертвую зону для американских технологий, говорится в публикации. Новая тактика связана с операцией Украины под названием «Логистический локдаун». Это та самая операция в тылу, когда украинские беспилотники средней дальности начали массово уничтожать российские объекты и бить по поставкам топлива на фронт. Рейтер пишет о новом ударе РФ как об ударе по ключевой цифровой инфраструктуре Штатов. В то же время сейчас на фронте идет беспрецедентная охота. Украинские операторы дронов пытаются уничтожить эти новые комплексы России. Сергей Бескреснов, советник Министерства обороны Украины, сообщил, что Россия развертывает систему радиоэлектронной борьбы под названием «Волна Купол-Гарант», которая излучает сигнал достаточно мощный, чтобы дестабилизировать соединение Starlink на площади около 20 квадратных километров. По его словам, пока обнаружено около 10 таких систем.
Новый удар по Зеленскому. Его решение – ненужная эскалация. Спор между Украиной и Польшей вокруг УПА дошел до Европарламента. Там раскритиковали решение Банковой назвать подразделение ВСУ в честь героев УПА. Европарламентарии включили поправку с осуждением в доклад о пути Украины к членству в ЕС. В документе это решение назвали ненужной и ничем не спровоцированной эскалацией со стороны украинского президента. При этом Европарламент не изменил общей позиции по Украине. Депутаты снова заявили о поддержке Киева и подчеркнули будущее Украины в Евросоюзе. Тем временем в Польше призывают Киев снизить накал эмоций. Так Сикорский отреагировал на недавнее заявление Буданова, который говорил, что Польша повышает градус конфликта. Мне кажется, эмоции лучше сдерживать, потому что именно Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень много для нее сделала. Чуть позже Киев и Варшава все же сели за стол переговоров. Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким на полях саммита НАТО в Анкаре. По его словам, разговор длился больше часа. Зеленский назвал его важным и нужным. Он заявил, у Украины и Польши одна общая угроза, и это Россия. Стороны договорились продолжить диалог. Кровавая серия атак, удар по скоплению силовиков, десятки погибших в Пакистане. Как сообщает Рейтер, с начала недели в регионе произошло 3 крупных нападения. Под удар попали в частности полицейский пост и колонна военной техники. Пакистанская армия заявляет о 42 погибших, среди них полицейские, военные и мирные жители. В ответ силовики провели операции против нападавших. И по данным армии убиты более полусотни боевиков. Речь идет о провинции Белуджистан, регионе у границы с Ираном и Афганистаном, где уже много лет вооруженные группировки воюют против пакистанских властей. В результате 3 основных операций, о которых я рассказал, мы потеряли 4 мирных жителей, а также сотрудников полиции и военнослужащих. Они отдали свои души Всевышнему Аллаху, мужественно сражаясь за защиту своей родины. Кроме того, нами подтверждена гибель 54 террористов, которые были отправлены в ад. Утечка бензина через кордон. Казахстан срочно закрывает границы и вводит жесткие ограничения. Теперь машины из соседних стран могут въезжать и выезжать из страны не чаще 1 раза в сутки. Об этом сообщает Тенгри Ньюс со ссылкой на Минэнерго Казахстана. Власти говорят, так хотят удержать топливо внутри страны. Проблема уже видна в регионах у границы с Россией. Там вырос спрос на бензин и дизель, а на заправках появились очереди. В Казахстане уверяют, запас горючего есть, но теперь на границе ищут тех, кто вывозит топливо по серым схемам, заявил вице-министр энергетики Казахстана. Друзья, спасибо вам за поддержку. В других выпусках также много ответов на вопросы и событий. Переходите, пожалуйста, на канал и смотрите. И до встречи уже завтра.